Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио, а это видеообзор патча нашей любимой игры Авточес. Перейду сразу к косметическим изменениям, которые заметил я, это профиль. Выглядит, конечно, шикарно, зачетно, прекрасно. Просто мое почтение разработчикам. Именно это и нужно было же делать, а не игру в балансе, да? Ну да, в принципе, понятно. Поговорим о новых предметах, которые ввели. Ввели волшебную палочку Гарри Поттера, не знаю кого. Вот. Зачем этот предмет ввели? В душе не знаю. Я считаю, это бесполезный предмет. Кто нашел этому предмету применение, напишите в комментарии. Сколько я раз пытался этот предмет как-то переделать, попробовать, распробовать, раскусить, надгрызть, не знаю, что угодно. Этот предмет у меня не работал. Не знаю, ну... Бредовый предмет, короче. Ввели его, лишь бы ввели и отстали, как говорится. Лучше бы они убрали вот этот предмет. Еще парочку предметов поубирали бесполезные, которые никто не пикает. Ой. Изменили вот этот посох жертвы. Теперь он, если что, дает не магическое усиление, а увеличивает. Да, на 10% за каждый стак. То есть 10 стаков увеличивает хп носителя на 100%. Круто, спасибо. Маги ж у нас, очень сильные, поэтому нужно их... На них предметы как-то, фиксить немножко, правильно? Я считаю, бредовые изменения, спасибо за нерв. Как бы, вот как-то так. Добавить мне просто здесь нечего больше. Могучее кольцо. Не знаю, что разработчик курил при создании вот этого вот колечка, но мое почтение этому благоверному, благочестивому, не знаю, как его еще назвать. В общем, в чем такой у меня резонанс по поводу этого колечка? Супер сломанное кольцо. Максимально сломанное. Почему? Объясняю. Во-первых, 120 блоков при получении базовых атак. Если что, синергия Гриттера тоже считается базовой атакой. Поэтому синергия Гриттера просто идет лесом. Как бы да. Все. Пассивка сработала, 0 урона нанесла. Круто, замечательно, спасибо. Этого мы и ждали. 120 урона. В принципе, блок 120 урона это не так уж и плохо. Но надо что-то с гриттерами делать, потому что гриттеры вообще не наносят урон в это кольцо. Так же самое по поводу агро. Разработчик красава, что сделал именно агро в радиусе вот таком. Я теперь объясню, в чем абсурд этого кольца. Когда вы получаете это кольцо, я понимаю, что это сложно его получить, но его нужно, наверное, в 5-й тир перенести, потому что все, кто находится в этом агре, не могут кастовать свои способности. Будь то пассивочные, будь то активочные, без разницы. Он просто будет смотреть на вас вот так вот. Вылупится и будет на вас смотреть вот такими вот открытыми глазами. Молодцы, разрабы. Аплодирую стоя. Мантия короля. Я не нашел ему применения. Единственное, можно применить в охотниках. В чем прикол? Объясняю. У вас есть 3, 6, 9 охотников. Без разницы. Вот какая синергия у вас активна. Вы эту мантию короля отдаете, допустим, в луну, и у вас луна становится охотником. Она, если что, не прибавляется, знаете, там, к охотникам +1, как волшебники это делают. Нет. Просто все активные ваши синергии в луну вкидываются. Зачем сделано? Как оно сделано? Как применять? В чем применять? Думаете сами, я еще не придумал. Ну и, соответственно, в комментариях мне напишите по поводу, как можно применить еще эту мантию. У меня пока даже вариантов никаких нет. Перейдем к фигурам и сразу к синергиям. То есть я расскажу про нерфы, про бафы и начну вот сразу с шаманов. Шаманов в этом патче убили. Почему их убили? А давайте я вам покажу. Почему я говорю, что шаманов убили в этом патче? А вот сейчас я вам покажу. Внимательно, подробно смотрите, наблюдайте. Во-первых, у вас есть 6 шаманов. Как они сейчас работают? Вы можете закинуть им предметы. Да? Вот я бы позакидывал предметы, все такое. Пусть вот так вот будет. Самый главный момент, который они сделали. Во-первых, если они не закастуют способности, либо же не активируют предмет, они не будут перевоплощаться. Вот я вам детально сейчас покажу. Смотрите, тут есть блинк. Тут есть хекс. И на цветку внимательно обратите внимание свое. Она шаманка. У нее есть своя пассивочная способность. Призыв. Да? Угу. Запомнили, приняли. И давайте просто вам покажу наяву, как это выглядит. Я уже молчу о том. Вот видите? Как-то цветка даже не хочет перевоплощаться. А еще есть такой момент, что шамана перевоплощается теперь всего лишь один
Раз. Но зато, да, вы будете иметь предметы. Вот. Круто, да? Вообще, я считаю шикарно. Ну, я не знаю, чем разработчики орудовались, чтобы сделать вот такой вот лютый нерв шаманов. Вот честное слово, не знаю. Зачем они это сделали? Почему они это сделали? С каких приколов они это сделали? То есть, этот предмет вообще можно вот так вот как-то делать. Короче, чтобы им перевоплотиться, им нужно активировать либо способность, либо же, соответственно, активировать предмет. Все, они перевоплощаются, и предметы получают плюс 2 к стоимости. То есть, собираете 6 шаманов, ваша иллюзия перевоплощается, и плюс 2 монетки добавляются к вашей стоимости. Естественно, вы получаете стан. Круто, разработчики, спасибо. 20 секунд иллюзия длится, если что. Ну и в принципе тут как бы... Давайте еще раз вам покажу. Вот шаманчик, вот он. Вот. Чпуньк, заказ способность, стан получил, перевоплотился, получил какие-то рандомные предметы. Да, предметы, если что, рандомные падают. Ни в коем случае не хорошие. Спасибо, вкусно, похавал. А еще самый главный момент, теперь вот этот шаман, это легендарная фигура. Теперь у нас 2 легендарных шамана. И если их в пуле не будет, ни цветки, ни вот этого шамана, 6 шаманов вы не соберете. От слова совсем. Никак. Ну, кто соберет, тому удачи. А еще момент, вот у вас 4 шамана, да, вот у вас предметы. Вот он. Оп. А предметов-то нема. А предметов-то нема. В общем, ребята, почему я так негодую жестко? Это к тому, что нежить может убить ваших шаманов до того, как они перевоплотятся. И делайте, что хотите, как хотите. Вас вот так вот провертит несколько раз на пропеллере, и все. Караул Хаваси. Жесткий нерв шаманов. Я считаю, разработчики молодцы. Спасибо им, пожал руку, обнял, поцеловал. По поводу синергии пандаманов. Ее переделали. Теперь она работает следующим образом. У вас есть 6% шанс, что вы пригласите фигуру той же расы, которая находится на вашем столе. Именно на столе, там, где у вас фигурки, а не там, где они на поле запасных стоят. Честно, я не знаю. Ну, мне уже кидали скрины в чат Телеграма, где они приглашали Темпларку на 3-м раунде, Темпларку на 4-м раунде, Свенчика. То есть мне уже кидали скриншоты, когда челы ломали игру с самого старта. Кому-то даже минер приходил. Извините, когда вам приходит минер со старта, то это уже можно создать золотые роллы на 7 уровне. Спасибо, похавали. Как работают пандаманы? В принципе, первую часть я объяснил, вторая часть. Вам приходит панда, вы ставите 2 панды, и только эти панды имеют 12% шанс, что они к вам придут. Но также первого и второго уровня синергия пандаманов работает отдельно друг от друга. То есть вам может как прийти синергия какой-то расы, так и может прийти вам, соответственно, и панда. А еще может они одновременно прийти. То есть вам могут прийти 2-3 фигуры сразу. Ну, вообще 2 фигуры. Это максимум то, что я видел. Это 2 фигуры. По цене. Пивная панда осталось 2 монетки. Класс. Шикарно. Панды обычные стали по 4 монетки. Купить их невозможно. Они фиолетового тира. Все делайте, что хотите, как хотите, выбивайте. Там молитесь всем богам. Всему, что только можно. Но выбить их реально. Ну, раз за 10 игр, может, одна упадет. Ну, ладно, за 2. Потому что 6% шанс. Это замечательный шанс. Молодцы. Нежить не нерфили от слова совсем. Муэрта как была имбалансным персонажем, так и осталась. Я открывал топ мира, смотрел их записи, как они играют, и скажу так. Спасибо патчу. Теперь все топы мира играют тоже на нежити. 70+ % игр у них на нежити. Вот такой патч. Вот такой. По всей видимости, коробочки на Муэрту плохо продаются, поэтому они решили сделать еще лучше. Выпустить патч для нежити. Красота. Я доволен, как видите, на 120%. Нерфанули ведьмаков. Каким образом их нерфанули? Теперь смотрите. Если вы собираете 4 ведьмака, то все союзные части будут обладать силой демона, но не становятся демонами. Я думаю, разница здесь есть. Я думаю, слышите все-таки как-никак. То есть, если у вас стоит 2 демона, да, на столе, и вы, допустим, хотите взять Свена, собрать дракончиков, ведьмачков через Свена, то есть как обычно, то я хочу вас огорчить. Вы получите бонус только от тех, кто истинный демон. То есть, если у вас 3 истинных демона, допустим, волшебник, 2 волшебника, ТБ, и все.
ну и Свен, ладно, 4 демона. То вы получите баф всего лишь на 40% доп к чистому урону. Спасибо. Нерв обалденный. Не знаю, с чем это связано, зачем, тоже не знаю. Так же самое это касается скилла сефа. То есть, теперь вы получите за истинных демонов только плюс к волночке. То есть, видите, ударная волна равно плюс 1. То есть, плюс 3, плюс 4 волночки вы получите. Класс. В чем связан нерв, я не понял. Скорее всего, ребята переиграли на свенчике, вместо того, чтобы занерфить эту тему, они решили нерфануть в целом синергию ведьмаков. Зачем правильно переделывать там Свена, либо что-то еще, менять его бонус, когда можно не переделать, а просто сломать еще хуже. Еще сильнее сломать синергию ведьмаков. Спасибо. Похавал. Дальше. Где там? Манки Кинг. Так же самая синергия кунг-фу, так же самая синергия зверя, теперь он находится в фиолетовом тире. Тут даже добавить нечего, ничего больше ему не поменяли. Кстати, пан тоже, если что, не поменяли, у них такие же статы, такие, какие остались. Скиллы точно так же работают, ничего не меняли. Антимаг. Мой любимый персонаж текущего патча. Разрывает, будь здоров. Теперь, мало ли того, что он выжигает ману, 40, 60, 100, у него есть ультимейт антимага с дота. Теперь, когда он сжег 100 маны, он наносит x4, x6, либо x8 от шторма маны. То есть, ну и плюс танчик, естественно, вот такой вот. Работает вот в таком вот радиусе на 3 уровне. Вот такой. И скажу так. Это нереальная мощь. Рекомендую поиграть через него, вам он понравится. Особенно тем людям, завидую тем людям, которым он падает со старта. Ребята, если он упал вам на 4-м, на 5-м раунде, вы будете разрывать, будь здоров. Пойдем дальше. Что у нас еще такого поменяли? Да, в принципе, больше ничего такого не поменяли. Я, конечно, сейчас открою новости, может я что-то еще и понял, открыл новости. Но, по-моему, я особо ничего не пропустил. Тут, в принципе, даже и добавить особо и нечего по текущему патчу. Вот реально нечего. Единственное, что я могу сказать свое мнение. Бездари криворукие разработчики. Вот и все. Настолько сильно бафнуть нежить, настолько задушить шаманов, только они могут. Спасибо, что они прислушиваются к комьюнити. Вот как бы и все. Пант еще ладно, окей. Хотя на самом деле я и за пант, нельзя так делать. Вот нельзя так поднимать пант. Вот нельзя, вот серьезно. Сами вдумайтесь, вам придет какой-то минер, либо вертолетик со старта, либо же Свен, не дай бог, темпларка, не дай бог. Ладно, Энигму еще как-то можно пережить. А если Джакира придет? Джакира, ладно, там еще магов как-то законтрить можно. Вот серьезно, приходит вам какой-то темпларка, либо дух пятерка, либо же вертолет, либо же минер. Вот эти два персонажа вообще, чтобы они не приходили в жизни. Потому что если со старта они приходят, то все, караул, хавайся. Золотые роллы на 8 уровне будут 100%, даже на 7. И у чувака к 25 раунду будут все легендарные фигуры в тройку. Короче, во. Какие сейчас синергии играбельные? Гриттеры. Там гриттеры, если правильно собрать, то играбельные гриттеры. Играбельные воины. Шаманы я не буду говорить, это бред. Маги, драконы, боги, естественно. Нежить. И звери через суммона. Вот. 5 билдов, которые сейчас работают. Обзор будет короткий. Добавить мне особо здесь нечего. Я недоволен этим патчем. Все. Желание скипнуть этот патч увеличится на 120%. А так, ребят, если есть что добавить, пишем, соответственно, в комментариях. А так, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылки на мой телеграм-канал закреплены в комментариях. Всем удачи!